Всех приветствую, вы на канале Простой разговор. И сегодня разговор пойдет как бы продолжение разговора о негативных и дурных мыслях. Почему в голове человека приходят негативные мысли, и каждый день это накапливается и крутится в голове миллион мыслей, и основа этих мыслей негативные. Негативные и дурные мысли просто отравляют жизнь и рушат психику. Настроение каждого человека, то есть эмоциональное состояние человека, зависит в первую очередь от мыслей. От этих мыслей он начинает также и реагировать, и происходит вот это происходящее событие в настоящее время, э, как он живет, все это зависит от мыслей человека. Здоровье человека зависит также от мыслей, как он мыслит, думает. Отношение к жизни, как жизнь проживает, тоже зависит от мыслей. Каждый день в голове человека происходит 1000 мыслей. Каждый день он прокручивает за целый день. И основа мыслей вот этих являются тревожными, неприятными, дурными, негативными, как еще можно их назвать. И я так думаю, что эти негативные, тревожные мысли перешли от нас, от наших предков в каком-то смысле. Потому что если вернуться много веков назад, вот когда формировался человек, выживал в своей среде вот этой вот под открытым небом, у человека всегда были тревожные мысли. Этими тревожными мыслями он себя всегда как бы держал себя на чеку, чтобы выжить. Это происходило у него выживание в его среде, чтобы выжить и размножаться. Потому что в каждом шорохе он подозревал, в каждом вот этом в движении подозревал, ему казалось, что вот-вот на него нападут, что у него было постоянно тревожное состояние, нужно будет как-то обезопасить себя. Этот человек, ну как и у него происходила эволюция, становление, чтобы выживание, э, проживал короткую жизнь в напряженном состоянии, состоянии охоты, состоянии выживания, состоянии тревоги, ну и тому подобное. Он испытывал человек на протяжении своей короткой жизни, потому что каждый день угрожала ему опасность от диких животных, от катаклизмов природных всевозможных, от окружающей среды, от того, что как он живет, в каком состоянии он находится и как живет, зависело его здоровье, чем он питается. Чтобы обезопасить себя, он принимал всевозможные меры. Э, Делал хижины, строил из различных веток, шалаши строил из подручных средств. Делал себе оружие тоже из подручных средств, там копья, камни точил, ветки точил, обезопасить оружие, средства для безопасности и сражения. Он был постоянно, можно сказать, в тревожном состоянии. И вот в тревожном состоянии, в страхе, выживание происходило у него. Борьба за жизнь была не только от диких животных, но и от людей, от других своих соплеменников, от других племен, которые нападали, отбирали. Когда человек находится в низкочастотном поле, то есть в состоянии
дурных мыслей, негативных мыслей, он пребывает, как бы у него низкая самооценка к себе, постоянная неуверенность в своих силах, неуверенность в себе, отсутствие стабильности постоянно и недостаток, недостаток заботы, понимания. Это тоже приводит. И иногда это идет психологические травмы. От психологических травм это происходит, от оскорблений и насилия от окружающих людей. Потом у него завышенные требования к себе, к другим. Если он еще и пребывает в длительном пребывании в стрессе, в шоке, в тревожном состоянии, если он пребывает в длительное состояние, постоянные расстройства, если находиться в таком состоянии, может сформироваться в человеке от низкой самооценки, в себе он выработает как бы характеристику, что он неудачник. И это то, что ему по жизни не везет, что у него возникает это от неуверенности, что у него не ладится с работой, или он не может найти себе достойную работу, и если у него там одет как-то неподобающе, что это приводит его к низкой самооценке. Если человек находится в длительном состоянии, в таком негативном состоянии от этих своих навязчивых мыслей, идей, что все у него не получается, что э, возникают странные или параноидальные мысли. Это все в основном мусор. Если так разобраться, это все мусор. Эти мысли невозможно контролировать, и в большинстве случаев они не имеют значения. Лучше дурные мысли не принимать их на свой счет и не уделять им многого внимания. Но если все же они не уходят с вашей головы, долгое время вы об этом думаете, прокручиваете, все вот это вспоминаете, и вам все равно от этого плохо становится, то в этом случае вам следует поговорить со специалистом. Но если вы не имеете такой возможности, чтобы поговорить с специалистом на эту тему, на которые вас беспокоят это мысли, если вас беспокоят эти мысли, то мой совет вам – читать книги. Возьмите любую книгу, либо вашу любимую книгу, любую возьмите книгу, вот, которую вы вообще не знаете, не читали. Вот эти даже исторические рассказы, вот, к примеру. Возьмите любой исторический рассказ, небольшой, и прочитайте, о чем эта книга, о чем рассказ вам говорит. Прочитайте один раз, прочитайте второй раз, подумайте, вот, о чем говорится, о чем суть этой книги, о чем суть этого рассказа. В этом рассказе любой исторический рассказ вам покажет. Это я вам говорю из своего опыта. То, что я пребывала вот в таком состоянии, я когда начинала читать эти рассказы исторические, да любые рассказы, но э, я начала читать исторические рассказы. И что я из этого взяла для себя? Меня это в первую очередь отвлекло от дурных мыслей, от тревожных мыслей, от этого состояния своего стрессового. Меня это отвлекло. Какой-то процент меня это отвлекало. Я начала как бы это прокручивать, думать. И действительно, в прошлой жизни у людей, вот если заглянуть в историю, там мысли были совсем другие у людей. Там действительно была выживаемость. Они
жили как бы выжить. У них не было других проблем. У них была проблема выживаемости. Как бы прокормить своих детей, как бы выжить, заработать тот же кусок хлеба. У них, они пребывали вот в таком состоянии в состоянии страха за свою жизнь. В то время как бы от этих набегов им всегда угрожала опасность. Угрожала опасность, если он там заразился. Раньше была распространена болезнь, вот эта вот болезнь, легочная болезнь, всевозможные болезни, там, которые в настоящее время, вот наше современное время, это лечится, очень быстро лечится. А раньше, если заглянуть в историю, люди умирали от вот этих простых, казалось бы, излечимых болезней. Люди умирали. У них были совсем другие страхи, были совсем другие тревоги. А в наше время это уже далеко забытое. Э, И вот если подумать так, что действительно раньше было очень сложно. А в настоящее время что нам мешает? Если так подумать, есть врачи, специалисты хорошие, которые могут помочь излечить. Мы также пользуемся интернетом, где черпаем всевозможную информацию, берем что-то для себя позитивное, принимаем, смотрим для себя то, что полезное, берем в всевозможных соцсетях. Неполезное то, что пролистываем дальше. У нас больше возможностей в настоящее время, больше возможностей, больше технологий. Каждый человек может преобразовать своей жизни, если это с умом подойти к этому, обдумать, взять для себя нужное для своей жизни, идти вперед, изменить свою жизнь можно в разных аспектах, по-разному, если это подойти, не зацикливаться вот на одном, а брать с этого, например, негатива, с сложившейся ситуации, взглянуть с другой стороны, взять с этого урок, какие-то положительные моменты, если на этом вот акцентировать, взять пользу, как урок для себя, что вот это вот нельзя, а если пойти с другой стороны, пойти другим путем, осмыслить это, какие-то новшества для себя, уроки, и продвигаться, двигаться, не зацикливаться, идти совсем в другом направлении, например, поднимать свое настроение, что-то извлекать из этого для себя, пользу для себя извлекать, чтобы это было не во вред, в первую очередь, не во вред своему здоровью, не во вред твоей жизни, чтобы не во вред было даже твоему человеку, который не во вред своим детям, твоим родственникам и даже любому человеку, чтобы это не вредило. Самое главное. Самое главное, нужно в первую очередь благодарить. Благодарить, благодарить. Вот проснулся утром, благодари, что проснулся, что поспал, отдохнул, твой организм отдохнул, что день начался, нужно благодарить. Благодарить, чтобы твой день, чтобы этот день провести с пользой. Благодарить и просить у Всевышнего Господа, чтобы у тебя все получалось. Спрашивать у Господа, где я сегодня тебе нужна. Направь меня в правильное русло, Всевышний. Направь меня на правильный путь. Дай знать, очисти мои мысли от негатива. Пусть в моей жизни пусть будет только радость, позитив, успех, финансовое благополучие пожелай себе, детям своим,
своим родителям, близким, родным, родственникам, всем пожелаю здоровья в первую очередь, благополучия, благостное состояние. Вот в этом состоянии, в благостном, чтобы пребывать каждый день, и сегодня, и завтра, и через год, чтобы состояние это не уходило, благостное состояние. Повторяйте эти слова благодарности, и вы почувствуете, что как ваша жизнь начнет меняться, и ваше состояние, от вашего состояния зависит ваш весь дальнейший жизненный путь, настрой и успех жизни. Благодарите, благодарите. От слов благодарности вы почувствуете, что в вашей жизни начнут происходить действительно всевозможные различные чудеса. У вас будут изменения в жизни в позитивную сторону, благополучную сторону. Вы будете исцеляться, ваш организм будет исцеляться, оздоравливаться, и все вокруг будет только цвести, все вокруг будет на позитиве для вас казаться. Благополучие будет все вокруг. Ну, на этой нотке я хочу закончить, продолжить свой простой разговор уже в следующем видео. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а как вы проводите дни на позитивном настрое. Всем пока.